Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу поделиться своей нечаянной радостью. Зашла в мебельный магазин и спросила про образцы тканей. И девушка говорит: а я вчера только перебрала все и хотела уже их выбросить. Я говорю: да вы что, нельзя такое выкидывать. Оставляйте нам, рукодельницам, это. И вот такие мебельные ткани. Смотрите, какие они интересные, яркие. Все-таки здесь ткань в длину приличная. Но вот здесь, с этой стороны, этикетки. Где-то есть этикетки на скобах, а где-то приклеены. Вот где приклеены, там это проблемное. Там проблема. А вот эти, к сожалению, с клеем, но зато они пришиты. На ткань пришиты. И мне придется просто отпарывать их. Вручную я их отпарю с удовольствием. Вот такие разные. Вот такие ленты. Здесь вот два приличных куска. Есть кожзам с двух сторон. И вот они пришиты на основу. А этикетки здесь на скрепках. Вот здесь мне повезло. Потому что я полностью вот эти куски буду использовать. Вот такой кожзам. Смотрите. Можно сшить и кошельки, и сумки. Много работы мне предстоит. Посмотрите. Какая прелесть, какая красота. Это еще не все. Я уже часть отделила. Вот посмотрите. Какие они здесь разные. Небольшого размера получается. Они на клею. Но я попробую их положить в морозилку. Я уже так пробовала. У меня те ткани остались без клея. Но вот попробую эти теперь. Вот они все разные. И все с клеем. А вот эти были просто приклеены. Я их оторвала. И они вот полностью у меня без этикеток. Чистые. Очень хорошо. А вот такие самые мелкие. Но смотрите, какие они яркие. Посмотрите. Какая красота. Но они мелковаты, конечно. Буду резать небольшими лоскутами. И буду шить что-то лоскутное из мелких лоскутов. Вот так я уже обрезала несколько подложек таких. Вот здесь, видите, как срезала? Вот эти полоски тоже срежу. Пригодятся где-то они. Сантиметра по 3 здесь выйдет. Буду их использовать куда-то. Такую яркость. Как же мне оставить и выбросить? Невозможно. Вот такая у меня радость нечаянная получилась. Вот столько тканей. И вот столько работы будет много. Представляете? Будем с вами вместе шить, фантазировать, придумывать, творить и вытворять. Оставайтесь на моем канале и будем вместе творить. У меня есть вот такой лен советских времен. Очень качественный, настоящий лен. Я его постирала, отутюжила. И хочу сшить из нее салфетку. А салфетку хочу новогоднюю сшить. И у меня здесь завалялись с прошлого года вот такие новогодние картиночки на ткани. Это вафельная ткань. Вот такие. Это вот не яркая, я ее не буду использовать. А вот это, смотрите, какая прелесть новогодняя. Вот я их и буду использовать. Вот это вот, смотрите, какая картинка яркая, новогодняя. Вот сейчас буду думать, фантазировать, как мне это все распределить. Вот эти картинки не очень яркие, но не знаю, буду я их использовать или нет. Но вот эти обязательно. Вот эту обязательно. И вот эти бантики вырежу и буду использовать. Ну что, начинаем работать.
Сначала я хотела салфетку узкую сделать наполовину, а потом решила, что у меня вот этот объект большеватый для такой салфетки. И я его хочу вот сюда определить. А сюда как-то бантики, звездочку. Ну, хотя она мне не очень нравится. Или вот этого ангелочка сюда поселить. Здесь бантики. В общем, сейчас я все вырежу и буду думать, как куда мне пришить. Но вот этот вот может быть, я уберу вот этот серый фон, скорее всего, чтобы у меня остались только веточки. Постараюсь вырезать ягодки вот эти красивые, чтобы остались у меня. Вот буду сейчас компоновать. Ну вот как-то так у меня получается. Не знаю. Может быть, еще изменю. А пока прикалываю и буду пришивать зигзагом. Бантики, наверное, красным вышью. А вот эту композицию зелеными нитками. Вот елку и это. А вот эту звезду пришивать или нет сюда? Здесь у меня, если будет стоять блюдо какое-то, ее все равно не будет видно. Наверное, я ее уберу. Я пришила один бантик. Вот так получилось. Неплохо. Я бы сказала, неплохо. Всегда надо пробовать, каким швом. Вот этот мне шов не понравился. Мелковат мне показался. И вот на образце уже попробовала. Вот здесь плотность на 1, а ширина на 3 получается. А здесь плотность на 1 и ширина на 2. И получилось, что мелковато. Всегда пробуйте. Здесь я красными нитками все обошла. Можно пройтись даже вот этой ниткой красной, пройти вот так вот по всем изгибам. И будет красиво. Поставила на простую строчку напрямую. Вот такая салфетка у меня получается. Симпатичная стала. С такой работой справится даже новичок. Ничего сложного нет, абсолютно. Осталось мне обработать края. А вот как обработать, я сейчас буду думать. Я вот начала выдергивать ниточки. Они хорошо выдергиваются. Возможно, я продергаю нить со всех 4 сторон и оставлю, ну вот подлиннее, сантиметрик можно оставить бахромушечку такую. Вот и готова моя салфетка. Посмотрите, как получилось симпатично. Мне очень нравится. Как вам? Пишите в комментариях. Продергивать было одно удовольствие. Так легко и просто. И быстро. И смотрите, как нежненько получилось в итоге. Вот столько я вытянула льняных нитей. Как думаете, они пригодятся еще где-то в работе? Я отгладила салфетку и подрезала кое-где длинные эти махнушечки. Где-то были покороче, где-то подлиннее. Выровняла. Вот так получилось. Мне очень нравится. Такая нежная новогодняя салфетка. Размер 58 на 58. Сшейте такую салфетку очень просто и быстро. Даже можно из готового полотенца или из готовой салфетки сделать вот такую новогоднюю салфетку. Вот такая изнанка. Несколько узелочков здесь завязанных, обрезанных, и все. Ничего сложного.
за полчаса вы обновите салфетку или полотенце. Возьмите себе на заметочку и сделайте такую красоту. Буду ждать ваши комментарии, лайки и подписки. На сегодня это все. Всего доброго. Всем здоровья, вдохновения и удачи. До встречи!